Всем привет! Сегодня такое, я надеюсь, быстрое видео про то, как начать медитировать. Я иногда раньше медитировала, но это было в рамках занятий йогой. Я никогда не занималась этим сама дома. И тут я решила, что пора, особенно когда вышло видео недавнее Анастасии Кей о том, что она оглашает марафон по медитации. Вот я решила, раз уже блогеры и пользователи массово начинают марафоны, то и мне, наверное, уже пора. Сразу забраковала тот трекер, который предлагался в марафоне. Там весь марафон будет длиться 21 день, и начиная с 5 минут до 15 минут. И каждый день прибавляется по полминуты для медитации. Я не люблю трекеры. Они у меня не живут больше, чем 15 дней, дальше их забрасываю. Это я проверила не один раз. Мне не понравилось то, что время медитации каждый день постоянно меняется, потому что это, в принципе, не моя цель. Не моя цель выйти на 15 минут, моя цель просто начать системно медитировать. И я собиралась играть в долгую, не только 21 день медитировать, а всю оставшуюся жизнь, поэтому для меня вот эти марафоны, именно вот этот марафон, именно с этой градацией он не совсем подошел. Я решила, что я буду этот месяц или хотя бы эту неделю медитировать по 5 минут, а дальше посмотрим, как пойдет. Что-то мне должно было напоминать о том, что я должна каждый день медитировать, а если трекером пользоваться не буду, я залезла сразу в телефон, открыла календарь и начала писать напоминание, медитация. Но тут есть такой момент, что я посмотрела на весь остальной месяц, а потом представила всю свою оставшуюся жизнь, и что я каждый день буду писать про то, что мне нужно помедитировать, и я знаю, как эти сообщения, то ты не увидел, то забыл, а посмотрел через 3 дня, это мне тоже не подходило. И тут я вспомнила о таком замечательном функционале своего телефона, это будильник. Вы знаете, что в современных смартфонах можно добавлять много будильников, и можно каждому устанавливать не только название, но и свой сигнал. И я установила специальный будильник для медитации. Я выбрала самое комфортное время, которое я каждый день могу посвящать этому делу. Поставила на это время будильник и выбрала мелодию и спокойную, и приятную. Она у меня еще со звуками моря. Вот. И я каждый раз, когда слышу мелодию со звуками моря, я знаю, что у меня приятные 5 минут, посвященные себе. Ну, 5 минут, 7, 10, в зависимости от того, сколько я собираюсь медитировать. Дальше, когда наступает это время, я включаю другое, абсолютно стандартное приложение на телефоне. Это таймер. У меня там можно установить несколько таймеров, и я выбираю один из этих таймеров. У меня 5, 7, 10 минут. И в зависимости от того, какое у меня настроение, сколько у меня есть времени, я выбираю один из этих таймеров. Я сама себе сказала, в сутках 24 часа. 5 минут, которые я посвящу себе, или даже 10 минут, они ни на что не повлияют. Где бы я ни находилась, хоть в путешествии, хоть на работе, хоть на встрече, всегда можно уйти в какое-то тихое место, в коридор или в туалет, и посвятить это время наблюдению за собственным дыханием. И когда я слышу свой звук моря, я знаю, что я должна оставить все дела и пойти заняться медитацией. А дальше все просто. Устраивайтесь поудобнее, включайте нужный таймер, закрывайте глаза и наблюдайте за дыханием. Постоянно приходят какие-то мысли, хотят вас увлечь от этого занятия, вы постоянно возвращаетесь. Вот, собственно, и в этом и заключается вся медитация. Про пользу медитации, я думаю, написаны целые книги. Помимо всяких эзотерических стремлений к самадхи и прочему, это как минимум позволяет вам понять себя, понаблюдать за собой, а также тренирует ваше внимание. А внимание, как известно, это самое важное в нашей жизни. Где ваше внимание, там и вы. Где ваше внимание, там и жизнь в вашем теле. Подходите к этому вопросу немножко проще. Не устраивайте себе челленджи и всякие, знаете, недели на вынос. Вот. Можно какими-то простыми методами добиться того же самого. И
выработать эту привычку и наконец-то начать что-то делать. Кстати, я думаю, что метод с будильником подойдет под абсолютно любое регулярное дело. Поэтому очень советую. Всех благодарю за просмотр. Пока. Кстати, да, я все-таки тречу свое время медитации. Когда я медитировала, я просто в своем развороте на календарь пишу в каждой клеточке время, которое я провела в медитации, и с помощью этого у меня одновременно и трекинг, и информация в ежедневнике.